Ну, во-первых, здравствуйте, а во-вторых, скажите мне, пожалуйста, думали ли вы когда-нибудь, что будете делать, если какое-то невероятное стихийное бедствие уничтожит материальный мир вокруг, если какая-то глобальная катастрофа уничтожит банковскую систему, и с ней исчезнут, пропадут все ваши денежные накопления. Если, ну не знаю, какой-нибудь океанской немыслимой волной смоет ваш дом, в который вы вложили, опять-таки, все ваши сбережения, накопления. Если перестанет работать компания, в которой вы работаете, и вообще все компании в мире, в которые вы могли бы устроиться, представьте, да? То есть этот апокалиптический сценарий звучит, может быть, сейчас несколько утрированно, он звучит как невозможный, но вы знаете, да, что в каждой сказке есть какая-то доля правды, и много есть фильмов голливудских, в первую очередь, про конец света, про то, как мир завоевывают, там, ну не знаю, пришельцы, обезьяны, бактерии, что-то еще и так далее. Я надеюсь, что это не близко, что это очень-очень все не так, но тем не менее, воображение у вас работает, я вас прошу его включить сейчас, вот это воображение, да, вот представьте, что все сбылось, все, что в Голливуде показывают. Это могут быть ведь и какие-то, ну, не такие глобальные, но геополитические события, хуже, чем сейчас. Кажется, что геополитики в Восточной Европе хуже, чем теперь, ну, быть не может. На самом деле может, в истории уже такие эпизоды были. И вот представьте, что те же самые геополитические события какие-то, ну, понятно, не положительные, не со знаком плюс, разметали, раскидали всю вашу жизнь, разметали все социальные контакты. Ваши друзья, с которыми вы привыкли, ну не знаю, праздновать или взаимодействовать, у кого вы деньги просили взаймы или с кем вы детей крестили. Ваши друзья, например, ну опять же по разным причинам уехали на другой конец мира, да, куда-то за океан, потерялась с ними связь. Вы можете потерять связь точно так же с родственниками. Ну, то есть, вот представьте самый-самый такой глобальный, тотальный кризис, не лично в вашей жизни, да, а вот просто для всех, для всех, для всех. И у меня к вам вопрос. Представили себе, да, вот так вот закрыли глаза? Я очень хорошо себе представляю. Ну, правда, это все хорошо по голливудским меркам. Я когда представляю апокалипсис, я представляю, знаете, вот эти вот нью-йоркские небоскребы. Ну, так вот. И я хочу сказать, да, в руке у меня карта Таро, для новых зрителей сообщаю, что мы без карт не обходимся, и сегодня у нас будет тест гадания. Но я продолжу. Вот представили, да, что звезды, высшие силы уничтожили полностью на корню всю вашу жизнь. Все, чем вы жили до этого, с кем вы жили до этого, что ценили, все. Все, у вас ничего не осталось, никого вокруг, ничего. Вот. Но жизнь-то у вас жизнь ваша все равно продолжается. А почему? Почему? Что осталось у вас? Как вы думаете, вот что у вас останется и должно остаться для того, чтобы вы строили жизнь дальше, придумали себе новое настоящее и, естественно, новое, надеюсь, какое-то блестящее будущее? Ну, правильно, вы все догадались. С вами остается ваша личность, а с вами остаетесь вы сами. И вот это то, что никто, ну кроме смерти, кроме биологической, физической вашей смерти, вашу личность у вас никто никак не отнимет. Ну, есть на самом деле способы, там всякие, знаете, запрещенные гипнотические и магические приемы, но мы сейчас этого не касаемся, да, мы говорим о том, что вот есть в жизни каждого из нас некая неподвижная, такая вот центральная точка, некая гарантированная структура, за которую стоит всегда держаться и которую нужно ценить больше всего. Вот представьте, мы в бытовой суете повседневной, да, забываем, что самое главное для нас – это мы сами. Представьте, мы сами, наша личность с травмами, с комплексами, с проблемами, часто с дурным характером и дурным гороскопом, это все-таки взаимосвязано, да?
Но это наша личность, это мы сами. Вот самое главное для себя — люди. Не побоюсь этого даже слова боги, потому что в каждом человеке, это я не от себя, это в Библии так сказано, да, по образу и подобию. То есть в каждом человеке есть Бог, частичка Бога, которую мы в себе игнорируем, часто не замечаем, а иногда и вообще пытаемся убить, избавиться от нее. И вот с этим тезисом, я думаю, никто не поспорит. Есть ваша личность, которая, ну, безусловно, самая большая ценность, из которой вы можете потом вырасти. То есть, знаете, как где-то на каком-то северном острове, я не помню, в Исландии, что ли, да, есть Всемирный банк семян. Люди собрали туда миллионы видов семян растений на случай, если глобальная катастрофа разрушит всю флору, и можно будет заново посадить все, что угодно, от ливанского кедра до редиски. Вот там все это есть. Всемирный банк семян. И точно так же вот представьте, что ваша личность, душа, или как хотите ее назовите, это тоже как всемирный банк для вас, где есть семена чего угодно. Добра, семена ума, логики, профессии, храбрость. Все это есть. Это чтобы вот, если вас закинула судьба куда-то вот далеко от близких и вообще от привычного, да, вы из этих семян, из собственной души, как вот из этого банка, да, из собственной личности, по семечку достанете и посеете новую реальность. Да? Хоть вас завтра высадят пираты, как моего любимого капитана Джека Воробья, да, на необитаемом острове. Все, в одних трусах, без мобильного телефона. И что? Вот у вас ничего нет. Скажете, у меня есть собственный остров, да, в Карибском море. Ну, кстати, это тоже неплохо. Вот. Но у вас остается личность. Вот я, прежде чем гадать, прежде чем делать вот этот тест гадания, я надеюсь, оно будет очень содержательным, своевременным и интересным. Своевременным, кстати, потому что мы сейчас, ну, говорим об этом и переживаем такие большие перемены, там, расстановки новые на небе, астрологические разные вещи происходят, и сейчас проверка на прочность идет для многих людей, да, по сути для всех. Мы проверяем на прочность что? Ну, собственную личность, естественно, да. Так вот, и в свете вышесказанного, вот давайте подумаем о том, во-первых, о том, что в собственную личность нужно очень вкладываться, правда? Не во что-то вкладываться, там, ну не знаю, ну не 20-ю пару сапог покупать, не 50-ю сумку, не во что-то такое, там, я не знаю, материальное, нематериальное, ну, не знаю, некоторые вкладываются даже не в материальные какие-то мечты и ценности, некоторые вкладываются, ну, ладно, в любовь романтическую, да, тратят очень большие ресурсы на завоевание, нет, на поиск партнера, на поиск этой самой любви, потом на завоевание внимания, на то, чтобы избавиться от соперницы, соперников, на то, чтобы эту любовь не потерять, потом помириться, потом, ну и так далее, и так далее. Это тоже большой-большой такой коридор, тоже очень обширная, широкая такая вороночка, в которую многие люди сливают все свои ресурсы, время, здоровье, тоже деньги и все что угодно, да. Ну ладно, это все может быть и пусть будет, но только после того, как вы заплатили по основным платежам, провели основные платежи, то есть после того, как вы выплатили долг сначала собственной личности. То есть если у вас осталось время после того, от учебы, от саморазвития, от самоосознания, что ли, потому что даже учеба какая-то вот абстрактная, она не всегда помогает лучше понимать себя, например, или лучше жить, или лучше соображать. Не всегда, да? Ну, кому-то церковь помогает, кому-то психологические тренинги, да, кстати, походы к психологам, кому-то гадание очень хорошо. Собственно, я думаю, что древние гадалки это и были психологи тогда, да, потому что вот с помощью символов человеку то же самое рассказывали про детские травмы и про взрослые травмы и так далее.
Так вот, первый тезис, да, нужно в свою личность очень сильно вкладываться, ну там и на физическом уровне, потому что это неотъемлемые вещи. Мы не можем говорить, что вкладывайтесь в душу, но игнорируйте тело. Это так не работает. Это, знаете, вот аскеты религиозные, которые сейчас, именами которых сейчас дни в церковном календаре названы. Такой-то, такой-то там столпник, да, вот он мучился, истязал плоть. Ну, они другие вещи делают, не знаю, стоит об этом говорить или нет. А для нас вложения в личность, в себя начинаются из тела, в том числе, ну, это душа и так далее. И мы сегодня с помощью карт Таро, это тест гадания у меня будет, рассмотрим вашу именно личность. Вот какая у вас личность, но в настоящий момент. Я не говорю про вашу личность в целом, вот в пространстве целой жизни. Знаете почему? Потому что она должна меняться. Все 80 лет, если человек, ну в среднем, допустим, в развитой какой-то стране проживает 80 лет, все 80 лет очень странно и ненормально быть одной личностью, одним и тем же человеком. Знаете, кто не меняется? Люди с ментальными трудностями. Психически больные, то есть люди, у которых настоящий диагноз есть, психиатрический, я имею в виду. Люди, ну, например, аутисты, вот чем-то подобным больные, да, вот у них личность очень-очень заданная и стабильная. Там как сложилось лет в 6-8, так и вот до, не знаю, там до любого возраста. Человек психически и психологически даже здоровый, конечно, меняется. Поэтому с помощью карт мы сегодня оценим состояние вашей личности именно здесь, сейчас, сегодня. Вот на данном этапе вашей жизни на вас влияет ваша работа, друзья, окружение, состояние вашей личной жизни, состояние тела, кстати, здоровье или нездоровье, есть у вас любовь или нет. Там, ну, вот это вот все. И вот набор вот этих обстоятельств, вашу личность, вот конкретно в этот день, когда вы смотрите это гадание, неважно какой-то год и месяц, вот это будет портрет вашей личности. А второй тезис, знаете, какой? Помимо личности, вот мы часто это, вот как-то мне кажется, вот это забываем, да, вот мы об этом не говорим. Помимо личности еще очень важно, как вы ее оцениваете, свою личность. Это называется в простонародье, или как бы это такой немножко сленговый, мне кажется, сленговый, очень избитый, затертый термин. Это самооценка. Вот мы говорим про людей, там, про какую-нибудь подругу, знакомую, шепчемся, да, с подругой, говорим, ой, у нее завышенная самооценка, да, это как мы осуждаем, допустим. Но когда мы видим человека, вот мне в силу моей профессии, работы, я как бы работаю гадалкой, вы знаете, да, и мне часто приходится очень разных людей видеть, и в том числе сильно деформированных людей приходится видеть. И вы знаете, я не радуюсь, когда вижу женщин с заниженной самооценкой. Поверьте, это тоже, когда сильно завышено, это бывает смешно, да, немножко так. Вот. Но когда занижено, это тоже очень печальное зрелище. Это очень печально, и главное, это не лечится. С этим очень трудно что-то сделать. Я вижу, что женщины очень трудные такие, ну, знаете, имеют жизненные испытания именно заниженной самооценки. А жизненные испытания – это не то, что там, ну, знаете, легкие расстройства. Это и обманы, и мошенничество, и разные эксплуатации, использование со стороны там мужей, и партнеров, там, и так далее. Вот, там большой может быть список. Так вот, и о чем мы сегодня говорим? Первый аркан, да, первое гадание, как часть, это про вашу личность, какая она в настоящий момент, вот из чего она складывается, что вам надо поправить, что хорошо, что может быть плохо, куда вы движетесь, куда идете при вот этих исходных данных. Это первый вопрос, который мы выясняем. А второй вопрос, самооценка ваша, какая она у вас, высокая, и наглядно будет, мне кажется, интересно посмотреть. Вот мы рядом прям складываем карты, да, вот такая у вас личность, а такая самооценка. И мы видим,
переоцениваете себя или недооцениваете. Ну, я надеюсь, что какие-то советы, какие-то выводы мы вытащим, вынем с вами из этого гадания, для того, чтобы нам как-то разделиться на группы, потому что несколько состояний, я не типа, видите, хотела сначала про типы личности, но это психология, это там долго с картами это все соотносить. Состояние, для того, чтобы вы имели выбор, гадание будет аж в 4 вариантах. И выберите один, карта опишет состояние вашей личности, состояние вашей самооценки. Слушайте, будет интересно. Я поучаствую тоже, мне тоже надо. Кстати, мне кажется, что здесь уместно вам даже про себя подумать. Вот как вы думаете, какая ваша личность сейчас? Вот в этом возрасте, в этом городе, на этой работе или с этим партнером. Вот какой личностью вы себя ощущаете? Зрелой, состоявшейся или, может быть, метущейся какой-то, может быть, вы в поиске. Каким человеком вы себя видите? Добрым, открытым или наоборот вы ушли от общества и, в общем, не касаетесь чужих дел, например. И несколько вариантов. Для первого варианта я предлагаю, ну вот совершенно уникальная эта колода, редчайшие карты, традиционно считаются, я их так называю, злые, потому что они действительно чаще очень критично подходят. Затем вот абсолютная классика Таро, колода Райдер-Уайта. Понятно, что все эти карты видели, знают. Дают очень простые, однозначные, односложные ответы. Это для тех, кто стремится к простоте, к пониманию какому-то, может быть, элементарному даже. Далее, вот тоже довольно редкие карты. Вот эти вот, они называются... Ну, я не прочитаю, как они называются. Вот, ну, все равно увидите вы, да? Это вот у нас как раз перевернулся. Туз пентаклей. Так. Ну, в общем, вот такие карты. Это будет третий вариант. Тоже по цифрам. И первая, это карта, которую я как раз успела вам показать, Таро Мухи. Таро Альфонса Мухи. По мотивам произведений такого вот известного художника. Карты традиционно являются женскими. Они какие-то очень эмоциональные, мягкие. Вот, пожалуйста, выбирайте. Так, выбирайте. Выбираете-то вы выбираете, но надо порядок здесь навести сначала. Вот, пожалуйста, соответственно, первый вариант – это Таро Дюрера, да, это художник Дюрер. Классика, потом вот что-то испанские какие-то мотивы тут идут, карты с красивыми рубашечками и Таро Мухи. Поводите рукой над ними, над этими разными колодами. Прислушайтесь к ним, какие вам больше нравятся. Самое злое тест гадания будет для первого варианта. Злое, потому что здесь, видите, карты прямые и перевернутые. Ну, так уж по традиции я использую эту колоду. И готовьтесь услышать про себя правду. Лучше горькая, но правда, чем приятная, но лесть. Да? Льстить эти карты не умеют, я тем более. Итак, ваша личность. Посмотрим, что здесь. Ох, как все запущено сразу, да, я сказала. Ну, действительно, знаете, карты практически какую-то драму описывают, личностную, не обязательно жизненную, то есть это не обязательно у вас жизнь разрушается, какие-то разрушительные тенденции есть сейчас в вашей личности, то есть такое бывает в
кризисные годы, в каком-то кризисном возрасте. Знаете, как вот говорят иногда, кризис середины жизни, или кризис подростковый какой-то, или кризис там, связанный с выходом на пенсию, или что-то такое. Ну, видите ли, очень разрушительный аркан башня. А у нас тест гадания называется «Какой аркан вашей личности?». И центральная карта, вот представьте, это старший аркан, и карта очень сильная, мощная. Башня. Очень хорошо, что она выпала прямая, а могла бы быть перевернута. Если бы мы увидели перевернутую башню, я бы сказала, что у вас сейчас рушатся какие-то жизненно важные институты психологические в голове, в сердце, устои, принципы, представления о мире и о себе. И эти разрушения абсолютно напрасные, они только как потери ни к чему не приведут. Но карта прямая. То есть у вас действительно сейчас трансформация личности происходит. Вы в это время, конечно, под арканом башни можете переживать растерянность или уныние, отчаяние, страх, ужас иногда, потому что вы меняетесь и не знаете, куда выйдете, куда вас вот эта новая шкурка выведет. Да? По карте башня практически вы как змея меняете кожу, вам приходится выползать из прежних привычек, выползать из прежнего окружения, выползать из своих, ну вообще базовых каких-то представлений. Иногда башня касается и тела, то есть мы говорили о том, что душа и тело неразрывно у человека связаны, и это тоже очень библейские, да, установки. То есть в религиозных канонах эта идея всегда продвигается. То есть башня – это еще и какие-то перемены, трансформации с лицом, телом, имиджем, гардеробом, прической и так далее. Ну, не зря же женщины, известно, да, много шуток на эту тему в интернете. Вот кто-то забахал себе каре, это значит девочку бросили, да? Вот, поэтому очень разрушительный. Ну, знаете, такой глубинный, более сакральный смысл карты башня очень хороший, потому что она уносит все лишнее, наносное. Например, вот о чем может говорить вам башня, как характеристика личности? О том, что вы какое-то время жили, ну, долго или коротко, может быть, долго, под влиянием других людей, другого человека, например, под влиянием вашей мамы. И долго жили чужим мнением, выполняли какие-то чужие желания, установки. А сейчас вот освобождаетесь, и выкристаллизовывается ваша натуральная, подлинная личность. Может быть, какое-то время вы находились под влиянием такого давящего, токсичного партнера. Например, мужья бывают такие, которые вас рассказывают вам очень убедительно, почему вы там плохи, почему вы не состоялись и так далее. А теперь, например, расставание, развод, это вас вот освобождает. То есть конечный смысл карты освобождения. И я вас поздравляю, если это ваше гадание, потому что спадает шелуха. Кстати, по карте башни может даже очень массово уходить лишний вес. Потому что лишний вес – это же ведь тоже то, что наросло, приросло, прилипло, да, снаружи. То есть это тоже какие-то бесы, это тоже какой-то космический мусор, который мы вот почему-то притянули в виде сала, да, подкожного. И вот уходит это сейчас. Поэтому вот ваша личность такая, она по сути, ну, башня разрушения, то есть как таковой цельной личности у вас сейчас и нету. Вы в переходном моменте, в переходном каком-то периоде. Что здесь есть еще? Но почему вот эти перемены с вами сейчас происходят? Понятно, зародыш, начало новой жизни, это нулевой аркан, карта шут, зародыш новой жизни. Вы шагнули, скорее всего, ваш выбор. Вы выбрали меняться. Ну, вообще карты большие, то есть личность взрослая, состоявшаяся у вас, да, она меняется, но все-таки вы не дитя, не инфантил абсолютно, потому что какое-то крупное решение, рискованное, для многих безумное, странное, что-то вроде переезда за границу или бросания прежней карьеры, вы приняли самостоятельно.
Отчасти преждевременно вы на это пошли. То есть эти вот перемены ваши сейчас, которые так больно вы переживаете, они не такие естественные, они противоестественные, они рукотворные. То есть вы сами здесь творец будущей своей личности, будущего своего счастья. Да, вы это сделали нелепо, глупо, странно, ну, как правило, не вовремя. То есть перевернутый вот этот вот аркан шут часто обозначает несвоевременность. То есть решение само по себе хорошее, например, решение там развестись от мужа, уйти, но просто такой выбран неподходящий момент, такие выбраны неподходящие обстоятельства, слова, все сумбур, хаос. И тем не менее, да, вот взрослое решение, такое самостоятельное. То есть, по сути, шут перевернутый – это такой ребенок, например, подросток или молодой человек, девушка какая-то, которая уходит от родителей, не глядя, не оглядываясь на то, что нету дома, жилья своего, нету денег, какого-то постоянного дохода. Можно было бы по-другому сделать, да, то есть дождаться первой зарплаты хорошей или там наследства бабушкиного, чтобы куда? Вы уходите в никуда. Вот ваша личность – это такой разрушительный момент, разрушающий уход в никуда. И, наверное, на закуску, такой здесь есть в виде десерта, вот 4 кубков, конечно, растерянность и нежелание у вас есть. Нежелание, нежелание – это как отсутствие цели. То есть, понятно, в этот переломный момент вы не знаете, за что браться. Да особо ни за что и не хотите. Вот нет четкого жизненного плана у вас нет энергии, сил. Вы ничего сейчас пока не хотите. Но знаете, вы и не должны ничего хотеть. Вот с такими картами это как больной, да, на больничной койке. Вот он же пока ничего не хочет, кроме как, например, там выписаться, выздороветь и так далее. Действительно, прежде чем желать нового, новой любви, новой работы, новой себя, в конце концов, вы должны дождаться вот этой конечной точки в этих разрушениях. А как вы пойдете дальше? Потому что если вы не знаете еще, какая вы будете, если вы сбросили старую шкурку, а новая-то еще не отросла, вы еще себя не видели, не осознали будущих желаний, будущих мечтаний, целей, ничего такого нет. Поэтому, вот видите, как бы карты поймали вашу личность в такой вот переломный момент. И вы знаете, еще вот башня, мы как назовем вашу личность сейчас? Ну, падающая башня. Вот ваша личность это как подобно падающему строению какому-то. Но еще вас можно назвать разрушитель. То есть вы же разрушаетесь не только сами изнутри, но вы разрушаете и снаружи что-то. Знаете, машете каким-то условным там жезлом, да, топориком, как угодно, мачете, представьте, машете направо-налево, вы разрушаете дружбы, разрушаете привычные источники доходов, разрушаете привычки, дома, психику других людей. Вот я могу точно сказать, что сейчас вот с такими картами рядом с вами людям трудно находиться. Потому что, во-первых, вы очень увлечены собой, собственными переживаниями, то есть никому вы особо сочувствовать, помогать не готовы, не можете, да? И у вас нечего взять, здесь ни одной ресурсной карты, у вас нет ни желаний, чтобы вы могли заразить других людей, повести за собой, у вас нет ничего накоплено, все, что прежде накопилось, все ваши, ну, скажем, личностные ценности, это все сейчас под большим вопросом, это все осыпается, как штукатурка вот со старого дома. Поэтому вы бесполезны для других людей, например. Вот абсолютно бесполезны. Ну, скорее всего, этих людей так массово вокруг вас и нету. Кстати, я хочу сказать, с такой конкретной характеристикой личности в моменте абсолютно бесполезно, например, искать новую любовь или бросаться в новые любовные отношения. Потому что мы уже говорили много раз о том, что любовь – это обмен энергиями, обмен ресурсами.
А тут обмена никакого быть не может, с вас нечего взять. Вот. Если найдется какой-то человек, который поможет просто вот этот кризис вам пережить, не требуя ничего взамен, будет прекрасно. Но, знаете, я вам честно скажу, такие люди, ну вот по-настоящему бескорыстные, редко встречаются. Поэтому, может быть, такой момент лучше в одиночестве проживать. Насколько долго это продлится, этот кризис? Я думаю, что нет. В общем, это карты довольно какие-то стремительные. То есть, ну, какой-то обозримый такой, нормальный, как это называется, да? Нормальный, среднестатистический, общепринятый срок вам отпущен для переживания этого кризиса. Все, конечно, пройдет. Но ваш аркан — падающая башня. А теперь самооценка. Возьмемся за самооценочку. Знаете ли вы вот это о себе? Или для вас откровение то, что мы сейчас вам рассказываем? Насколько вы себя адекватно, вот применительно к самооценке, часто дополняют таким словом адекватно. Считается, что вот самооценка может быть адекватная или неадекватная. Но вот насколько она у вас адекватная, эта самооценка? По-моему, она адекватна ситуации, потому что тоже довольно разрушительная. Видите, в центре карты рыцарь жезлов. Ну, карта неплохая. Вы себя видите таким деятелем. Вот ваша самооценка. Вы в кризисе находитесь, нет, диссонанс какой-то все-таки есть между оценкой ситуации, да, и вашим внутренним я. То есть вы себя видите деятелем, таким, может быть, героем даже видите. Вам нравится пока все, что вы делаете с собой. Вы собой даже гордитесь, часто игнорируя среду, например, часто отвергая помощь, естественно, полностью отвергая чужие оценки, чужие какие-то подсказки вашей собственной личности. То есть самооценка, ну, я не могу сказать, что она у вас через край прям бьет, переваливает там, знаете, так, нарциссического расстройства личности я пока что тут не вижу. Однако все-таки диссонируют карты вот эти вот с этими. То есть присмотритесь, вы видите себя героем, но вы герой не созидающий сейчас, а разрушающий, а думаете, что созидаете. Вот в чем тут как бы разница идет. То есть вы проявляете жадность определенную. Ну, тут, в общем, щедрости в такой момент и места особо нету, да, но вы позволяете себе быть жадными, даже самими собой. Вам как будто бы на себя жалко. Жалеете ресурсов. В каком-то смысле вы себя истязаете. Не можете, не хотите даже себе помогать. Я не говорю уже о каких-то других людях. А еще вы себя очень обкрадываете сейчас самонадеянностью. Вы знаете, рыцарь жезлов, да, портрет вашей самооценки. Этот персонаж очень самонадеянный в картах. Очень самонадеянный. То есть вы прям упорно отвергаете чужую помощь, полагаетесь только на себя. И, в общем, вы себе жутко нравитесь. Я думаю, что когда пройдет время, даже совсем немного времени, вы поймете, что вы, как тот самый злополучный, злосчастный князь Игорь, отправились в этот поход менять свою жизнь самонадеянно. И много роковых ошибок наделали. То есть в целом карты что хотят сказать? Вот видите, у вас есть, и вы упрямы, вы проявляете вот в этих своих, в своей вот этой самооценке, в оценивании себя, своих действий, вы проявляете завидное упрямство. Вы привычно чего-то хотите. Видите, первые карты нам сказали, что прежними путями у вас не получится ходить, вообще не получится ходить прежними путями. Вы уже сделали роковой какой-то выбор. А тут получается так, что вы этот факт игнорируете, что вы мечтаете все равно куда-то или к чему-то вернуться. Вы продолжаете настаивать на
ну, каких-то старых принципах, старых привычках, и все. То есть карты и статичные тоже здесь появляются. Статичные. Видите, ну, в чем-то совпадают. Тут вот четверка и тут вот четверка. Действительно, статичные карты. Получается так, что у вас личность замерла, нет желаний. Тут получается так, что личность действительно у вас, вернее, самооценка тоже в каком-то смысле замерла. Да, еще одна характеристика вашей самооценки, она у вас почему-то очень стабильная. Вот видите, вы меняетесь, а оценить себя новую или по-новому пока не можете. Но, может быть, это случится чуть позже. Карты, скажем так, не безнадежные, не безнадежные. И обязательно мы встретимся с вами позже, да, с каким-нибудь подобным тестом, с тест-гаданием, когда вы перелопатите личность свою, поменяете и захотите чего-то, и начнете более активное движение к новым целям. Для тех, кто выбрал классические карты Таро, могу сказать, это уже вас определенным образом характеризует. Если вы выбрали для себя вот именно эти карты, скорее всего, вы определенную стабильность, правильность в себе, в жизни наблюдаете. Хотя, может быть, и нет. Может быть, вы их выбрали, просто, знаете, по номеру, видите, переворачивается шестерочка. То есть вообще-то что-то меняется. Мы все сейчас меняемся, понимаете? Вот этот вот транзит Сатурна в рыбах злополучный, про который мы только что говорили в моей прошлой программе. Вот это все так или иначе провоцирует перемены бесконечные, конечно же, для всех. Посмотрим. Итак, какой аркан вашей личности? Мы отвечаем на вопрос, заданный в заглавии гадания. Да, какой аркан вашей личности? Что ж, очень милое очень начало такое получается для второго варианта. Ага, все-таки не обошлось. Вообще, видите, ваша карта, вот она центральная, у вас шестерка кубков. Мягкая, спокойная, благополучная, пресная, немножко застойная, скучноватая и милая. То есть шестерка кубков – это карта дружбы, то есть она вас называет личностью дружелюбной. То есть вы дружите с собой, с людьми вокруг. Вы вообще стремитесь к какому-то благополучию, стремитесь многим понравиться. Скорее всего, часто дарите подарки и принимаете подарки. То есть вы хотите быть милыми. И отчасти это получается. Прекрасная карта была бы как характеристика личности. Это, знаете, тип личности по шестерке кубков бабушка. То есть вот карты вас называют как будто бы бабушкой. Вот вы как бабушка общаетесь с людьми вокруг. Например, даже знакомитесь где-то в баре с симпатичным юношей, вот себя ведете так, как бабушка. То есть доброжелательно, там, мило, не агрессивно, но при этом бесстрастно, более по-дружески, более как-то по-родственному, заботливо. Вот так вот. И я бы сказала, что это хорошая характеристика личности, потому что такие люди в любые времена, в любом обществе нужны. Но знаете, наличие института бабушек или возникновение института бабушек, да, так говорят антропологи, именно и позволило человеческому роду так возвыситься и так долго нам позволяет жить, потому что есть бабушки. Но, видите, вокруг неблагополучные карты. То есть мы уже обращаемся к вопросу, а почему вы себя так ведете? Вот почему вы со всеми такие милые? Почему вы себя вот так воспринимаете? Почему вы намеренно очень без зубов показываете себя? Это не от хорошей жизни. И, скорее всего, это не от искренней вашей душевной доброты. Вы что-то потеряли или потеряли много.
или просто у вас не было одной выразительной какой-то яркой потери, но вы переживаете долгую, длительную, травмирующую ситуацию, связанную с нехваткой ресурсов. Вот послушайте, попробуйте меня понять. Когда человек долгое время, например, не имеет денег, он может иногда, как вариант, озлобиться, да, ну и пуститься во все тяжкие, там, мошенничество, не знаю, что угодно. А иногда такой человек смиряется и становится таким добрым, и становится таким как бы другом для всех. Это скорее от осознания собственного бессилия, вот перед своей как бы нересурсностью, перед своей, ну, буквально бедностью. То есть эта пятерка, перед шестеркой, говорит о том, что вам чего-то действительно очень остро в этой жизни не хватает. Иногда бывает, что человеку не хватает любви. Ну вот живете вы долго, например, и вас долго никто не любит, но не приходит любовь, не получаются абсолютно романтические отношения. Ну вот ни на грамм вы сами не влюбились, и вас никто там, от вас никто с ума не сошел. И вот в этом ничего страшного нет, это нормально. Но когда вы долго переживаете это состояние, да, вам уже начинает казаться, что, вернее, у вас на клеточном уровне вырабатывается вот такой дефицит любви, и в том числе дефицит любви к себе. Вы становитесь таким человеком-невидимкой, и вместо того, чтобы притязать на страсть, на внимание, на признание от других людей, вы просто уже принимаете такое решение быть для всех милой, быть для всех другом, быть для всех такой удобной какой-то бабушкой. И карта на самом деле довольно драматичную картину показывает, не цельную. Сказать, что вы сильно зрелая личность, нет, я не могу, потому что вот такой механизм, понимаете, у вас выросла доброта какая-то очень поверхностная, но она выросла от нехватки, не от мудрости, а от нехватки. Вот. Возможно, от заниженной сильно самооценки, но мы дальше карты уже увидим. Вот. Это незрелый механизм, так не надо, так нельзя, понимаете, да? И здесь есть карта башни, разрушающая, разрушительная, и она говорит сбоку, она говорит о том, что, в общем, вот ваша личность такая внешне милая для всех, но в тупике, и у вас впереди разрушение, а это начнется довольно скоро, какой-то сильный кризис, то есть вот это вот лишнее, наносное, а я опять хочу сказать, что ваше дружелюбие ваше и ваша милота, знаете, вот часто такое слово используют, милота, это все наносное, вынужденное для вас, это все очень скоро начнет разрушаться. То есть Вселенная, высшие силы не дадут вам продолжать вот эту вот роль вечной некрасивой подружки, вечной жалеющей бабушки, вечно все отдающей, знаете, от пирожков до сердца. Вот. И они уже начинаются, потому что мы здесь гадаем же на настоящее, не на будущее, и вы в большой зоне риска вот все потерять. То, что вы накопили, друзей, представление о себе, о мире, это неизбежно случится, скорее всего, процесс начнется резко. То есть переход от шестерки кубков в карте башни может быть только, вот знаете, такой резкий, как рубанули топором. Здесь нет никакой плавной, ну знаете, перехода, да, никакой спаечки, плавной быть не может. Просто вы сегодня милая, например, с мужем, да, с мужчиной, с которым вы живете. А завтра вы его просто выгоняете из дома, да, без возможности оправдаться, сказать что-то свое, какое-то оправдание. То есть на пороге возрастного кризиса, возможно, вы стоите, возможно, на пороге просто внешних каких-то событий, которые неизбежно жизнь и личность вашу поменяют. Но если мы отвечаем на вопрос, заданный вот именно в заглавии гадания, какой аркан вашей личности, то вот он, ваша шестерка кубков сейчас, детская, инфантильная, немножко
этот смысл, знаете, по классике не вкладывают тарологи в эту карту. Ну, как мне кажется, я этой карте не очень доверяю, да? Хотя она позитивная с любой стороны, но я так скажу, немножко лицемерная эта карта, потому что слишком сахарной пудрочкой посыпано все. Так не бывает в реальности. Вот. И, ну, а скоро перемены, а уж какая ваша новая будет личность после того, как все вот это лишнее осыплется, да, мы пока не знаем. Это все впереди, это мы, может быть, встретимся, свадьбу, веселую поездку и вообще праздник. Карта вам так, на минуточку пообещали вскользь, но давайте поверим. Вот, и потом мы встретимся когда-нибудь с другим гаданием, вашу новую личность уже оценим. А сейчас вот пока вот так. Что карты советуют тут в целом? А советы есть, потому что здесь не цельная картинка. Советы есть, не препятствуйте. Вам очень скоро придется показывать зубы окружающим. Вам очень скоро, даже внешне, знаете, вот что такое, давайте попробуем внешне описать человека, который 6 кубков. Это такая очень прилизанная, приглаженная внешность, которая, опять же, идет из стремления всем понравиться. Вот знаете, девушки 6 кубков носят немножко старомодную, немножко бабушкинскую такую одежду, но не совсем прям отчаянно фриковскую, да, как это уже там надо посмелее быть и более старше аркана к этому. А такую вот на грани. С одной стороны, это база, да, базовый гардероб, нейтральный, никто не придерет. Дело в том, что 6 кубков очень стремятся быть незаметными в толпе и нравятся всем. А чтобы никого не злить, да, то не надо носить леопардовые лосины, не надо носить какие-то авангардные, например, ну не знаю, там меховые босоножки или что-то еще, латексные топы. То есть она очень интересно внешность описывает. Милая, все милое, юбочка в цветочек, футболочка нейтрального какого-то цвета, макияжик, которых очень много, там туториалов на ютубе, называется повседневный или нейтральный макияж, который просто делает всех абсолютно никакими, одинаковыми. То есть вот так. А вот башня рядом говорит, что у вас скоро не получится даже внешне так выглядеть. Ну, по разным причинам. Внешне даже не получится. Вы поменяетесь даже против вашего желания внезапно. Например, вы носите милую причесочку, какие-нибудь волосики до плеч, там хвостик, что-то такое нейтральное, а вас какой-нибудь злой парикмахер обкорнает, отрежет вам к чертям собачьим все и перекрасит в фиолетовый цвет, да? И вы хотите, не хотите, уже 6 кубков не будете с ирокезом на голове, с фиолетовым, правильно, да? То есть вот совет карт такой. Перемены случатся, перемены нужны, не отменяйте, не тормозите. Старайтесь прямо даже их как-то вот приветствовать, потому что вам на пользу. Вот этот образ бабушки и вечной подружки у вас разрушится, и, может быть, оттуда выйдет такая тигрица, знаете, львица, императрица, покоряющая сердца, такая грациозная, самоуверенная. Вот. И вашу самооценочку давайте посмотрим. Это тоже же как бы вот так вот. Ну вот видите, разрушительные башни и смерть выпадают. А это чуть-чуть взгляд вперед. То есть это теперь, это взгляд вчера, а это на завтра. И вот понимаете, что получается? Вы этих своих текущих вышеописанных проблем, как я сказала, да, от нехватки любви, например, вы ее искусственно своей милотой вытягиваете из людей. Но вы этого, конечно, абсолютно не ощущаете, не видите. У вас самооценка сейчас очень хорошая. Относительно карт предыдущих несколько завышенная, но не запредельно. Видите, вы себя видите королевой жезлов.
огненной, яркой, деловой. Возможно, вашу такую самооценку подкрепляют ощутимые успехи в карьере. Да? То есть, когда девушка в этом мужском жестоком мире бизнеса делает достойную карьеру, то она всегда собой гордится, наверное. Это всегда повод прям как-то бить себя в грудь. Вот. И самооценка очень хорошая, она у вас как бы на уровне, вы не в депрессии, вы особо в себе не сомневаетесь, идете к целям своим, хотя, видите, дальше смерть, то есть ваши цели могут поменяться скоро, да, или не быть достигнутыми так вот легко. Нет, хорошая, здоровая самооценка, легкая переоценка возможностей своих присутствует. Кстати, вы знаете, королева жезлов, тоже редко об этом говорят. Вообще королева жезлов, это вот тут портрет, да, какой вы себя видите. Вы себя видите на троне, с волшебной палочкой в руках. Тут какая-то вот кошечка, как символ, да, такой мудрости, всевластия. Но вообще королева жезлов это огненная героиня, безусловно, да, огненной стихии принадлежит. А огненная героиня, как и в реальной жизни люди с огненными гороскопами, очень невнимательны к окружающим. Очень невнимательны. То есть вы можете быть самонадеянны, вы можете быть полностью лишены эмпатии, хотя внешне вы кажетесь как раз очень эмпатичной, милой, улыбчивой такой. Про себя все-таки держите другое, да. То есть вы себя оцениваете выше, чем транслируете, показываете это миру, обществу, подругам, каким-то вот коллегам. И отчасти вот эта высокая самооценка идет из семьи, из вашей семьи. То есть откуда она вот у вас сейчас родится? Есть люди, которые ее подкармливают, которые подпевают вам, которые вас очень хвалят. Тоже мы об этом говорили. Вот есть девочки, которых очень любят, хвалят и всячески продвигают их мамы с самого раннего возраста. И такие девочки, конечно, просто обречены в течение жизни ощущать себя королевами. Видите, у вас очень мощная группа поддержки, поэтому и объяснима ваша высокая самооценка. Кто здесь в группе поддержки может быть? Ну, в первую очередь, да, это близкие родственники, родители, ваши дети, возможно, муж, там, ну не знаю, кто еще, сестры, братья, члены семьи. Иногда вот этот коллектив на десятке кубков – это друзья, набор друзей, таких близких, которых можно как раз сравнить с семьей, с родственниками. Иногда такой же коллектив бывает трудовой. Если вот вам повезло, вы попали в какой-то рабочий коллектив, исключительно в благоприятную среду, где вас любят и ценят, хвалят, поощряют без конца, повышают, продвигают по общественной линии, или постоянно у вас растет карьера, вот именно из-за близких таких личных отношений, симпатии, то вот на чужих энергиях, на чужих похвалах, на чужом каком-то подъеме, вот, вы себя так высоко оцениваете и ощущаете. Ну вот видите, карты говорят, что вашей самооценки вот такой сейчас, опять же не скажу безумно неадекватной, слегка неадекватной самооценки, скоро придет конец. Опять же, может исчезнуть группа поддержки. Если вы лишаетесь работы, лишаетесь вот этого трудового коллектива, в котором вы, как рыба в воде, да, может быть, много лет уже привыкли себя чувствовать, королевой настоящей, да, вот. Лишитесь места работы, лишитесь этой поддержки на новой работе, новые люди, так скоро вас не оценят, там придется придумывать какие-то новые механизмы, как кому понравится, подстроиться. Вот. То есть какая-то угроза вашей самооценки идет очень мощная. Карта смерть, трансформация, она что-то такое вот меняет. Видите, у вас на будущее, ближайшее будущее действительно очень такие переменные, разрушительные, разрушающие карты. И хотя в целом мы довольно органичную какую-то картину, да, за предельных, вот, например, большого диссонанса между происходящим и тем, как вы это оцениваете, нету. И общий совет, конечно, для вас, для второго варианта.
общий совет. Ну, приветствуйте эти перемены. Видите, Вселенная хочет вот прям стереть и личность вашу, стереть и то, как вы себя оцениваете, вашу самооценку. Позвольте ей это сделать. Вот как ластиком она все сотрет, и новый собственный портрет, возможно, вам даже больше понравится. Так, далее вот эти вот карты в испанском стиле, которые я никак не могу запомнить, как они называются. Здесь немножко мелкие рисунки, мелкие картинки. Придется как-то рассматривать. А я напоминаю, наше гадание называется «Какой аркан вашей личности?». И сначала мы попросим карты рассказать вам, вот какая ваша личность, характеристику вашей личности дать. Назовем, даже аркан какой-то выпадет, какая-то карта. А затем посмотрим, как вы это видите, а как вы себя оцениваете. Потому что вот это органическое соответствие личности и собственной оценки этой самой личности, да, вы понимаете, это вот залог вообще успеха, счастья для любого человека, мне кажется. Итак, давайте посмотрим. Стоило, конечно, кошек выгнать отсюда. Ну что, мы ходим с козырей, да, со старших арканов, получается, если я не ошибаюсь. 3 старших аркана вам выпадают. И очень мощные карты, это очень серьезные карты, счастливые, поскольку... И первое, я что вам могу сказать, браво, браво. У вас очень цельная личность, вы взрослый человек во всех смыслах. В настоящий момент в какой-то очень правильной жизненной полосе находитесь. Но вы тоже должны понимать, что с точки зрения карт Вселенной, вот эта правильность жизненной позиции, жизненной полосы, правильность личности вашей, это может быть далеко от объективных обстоятельств вашей жизни. У вас объективно может жизнь сейчас, ну, там, не знаю, в чем-то не складываться. Например, там нет любви какой-то большой, или нет хорошей реализации профессиональной, да? Но на личностном состоянии вашем это не сказывается, а может как раз сказывается, может как раз поэтому вы такая умная, вы такая зрелая, и все. Видите, центральный аркан. Какой аркан вашей личности? Маг. Это старший аркан. Это очень мощная карта. И она, знаете, всегда звучит как похвала. Когда вас называет колода Таро магом, ну или какого-то человека, например, про которого вы хотите что-то узнать, это как похвала. Это, знаете, как грубая лесть даже. Потому что маг – это средоточие таких, в общем, кто-то поспорит со мной, ну, как я считаю, да, это такое средоточие очень положительных человеческих качеств. Ну вот я их считаю положительными. Это самостоятельность, это абсолютная уверенность в правильности выбранного пути. Это какие-то принципы. Они очень подвижные, да, они могут сомнительными быть с точки зрения общественной морали, иногда с точки зрения даже закона, но тем не менее вы человек с принципами. И самое главное, вы человек деятельный. Маг не ждет от судьбы подарков, не ждет, когда колесо фортуны его куда-то развернет его жизнь, там его предпочтения, вот это все нет. Маг все делает сам. Вы за свою жизнь боретесь сами и, скорее всего, тащите за собой окружающих, потому что маг, а здесь, кстати, магиня, видите, женщина в брючном костюме, кстати, красивый костюм, я бы не отказалась, и босоножки тоже хочу такие. Вот. И вот эта женщина-магиня, это же та самая фея, которая к Золушке прилетела, правда? И вы, похвально еще то, что вы вот этой феей выступаете в отношении к другим людям. То есть вы колдуете над чужими жизнями. Это не помощь, это по-другому немножко называется, понимаете? Ну, как бы фея же не помогла Золушке, а она именно наколдовала ей новую судьбу. И вот вы, скорее всего, у вас такая энергетика дикая, у вас так много сил, так много самых разных ресурсов, у вас много денег, у вас много здоровья, много сил, много целей, много жажды жизни, что вы
меняете жизни людей вокруг. Все, кто с вами встречаются, как-то Золушка, становятся другими, сразу по-другому выглядят. В других платьях, в других туфлях и совершенно в другие места едут. То есть это маг, конечно, здесь магиня, женщина, да? Это такой образ деловой женщины. Ну, деловой тоже по-своему. Это может быть бизнес-вумен, но не обязательно. Можно быть магом в буквальном смысле, даже занимаясь гаданиями или какими-то оккультными делами, вещами, да. Можно быть магом, работая художницей или программистом, неважно. Вот. Карта цельная. Она, во-первых, вот, опять же, мы отвечаем на вопрос, какой аркан ваша личность. Но прежде всего, карта маг говорит так, безапелляционно заявляет вам, говорит, вы личность. Вот представьте, часто вы в свой адрес слышали такое? Вот часто вам знакомые или малознакомые люди, а как правило это звучит так, знаете, стесняясь, они как-то вот стесняясь исподволь, но все равно спешат вам сообщить, вот вы личность или ты личность. Вот такой, вот вы личность в какой-то вот на пике личностного развития, вот такого осознания мира, себя находитесь. Это очень похвально, это очень хорошо. Кстати, карта маг всегда про время говорит. Она говорит, ловите момент. Когда вы маг в своей жизни и в чужих, вы должны очень много всего делать. Вообще сейчас ни минуты, ни часа, ни дня не сидите без дела. У вас волшебство в руках. То есть этот момент надо ловить, потому что он не будет длиться бесконечно, понимаете, да? То есть мы оцениваем состояние вашей личности вот в настоящий текущий момент, когда вы смотрите это видео. Сейчас вы можете все буквально, вот все в этой жизни. Потом поменяется, потом какие-то высшие планеты поменяют знак. Неизбежно это повлияет на ваш соляр. После очередного дня рождения вы проснетесь и почувствуете себя, ну просто в какой-то другой ипостаси, другим человеком. Сейчас, пока вы маг, колдуйте, пока вы маг. Пока в ваших руках волшебная палочка. Где тут я не вижу? Ну ладно. Так, еще здесь есть другие карты. И вы знаете, здесь карта влюбленная. Шестой аркан, тоже старший. Ну, здесь 3 старших аркана, поэтому я и говорю, что личность, вы, конечно, исключительно цельная, гармоничная, зрелая, состоятельная, как говорят. Почему вы такая? Почему вы такая сейчас взрослая, такая мудрая, эгоистичная, кстати, маг очень эгоистичный, но можете себе позволить, а потому что вы выбрали что-то очень правильное для себя. То есть в анамнезе, в недавнем прошлом у вас какой-то очень правильный выбор. Вы выбрали, например, вот мне кажется, с чего все начинается, вы выбрали какое-то очень правильное дело для себя, например, профессия, идеально выбранная профессия, вы знаете, да, просто гармонизирует жизнь человека на долгие годы до самой пенсии, а может быть и потом еще. То есть вы выбрали, например, правильную профессию или просто правильный бизнес. Еще напрашивается, все-таки карта влюбленный имеет отношение к любви. Карта называется пара. Вполне возможно, что вы выбрали недавно очень верного для себя партнера. И вы в паре с каким-то человеком, который как раз вам не мешает развиваться, нисколько не подавляет вашу личность, а помогает вам вот расцвести, увидеть себя. Расцвести в буквальном смысле, кстати. Посмотрите любую колоду, да, вот абсолютно любую, от классики до последнего авангарда, маг никогда плохо не выглядит. А мы, поскольку личность оцениваем, и поскольку я уже сказала, что личность и внешность, наружу и внутрь, извн и отвын, никак не могу запомнить это на болгарском, извн и отвын, в общем, пускай так. Это очень хороший внешний вид. То есть вы на пике своей физической формы. Наряжаетесь, уместно наряжаетесь, производите фурор. Возможно, у вас даже волосы вот такого морковного цвета, о котором я сама всю жизнь мечтаю, но не могу решиться. Да? То есть, вот. И, возможно, вы просто удачно вышли замуж и на каких-то, ну, то есть дополнили, да,
с партнером дополнили друг друга ресурсами. Он вам, например, дал много денег, а вы уже решительно открыли на эти его деньги какой-то очень подходящий, правильный собственный бизнес. Ну, как это чаще всего бывает. То есть ваш, но это же все равно ваша заслуга, потому что, знаете, нельзя завидовать женщинам, у которых богатые, хорошие мужья, да, потому что это же заслуга самих женщин, это они выбирают таких богатых, правда? Вот. Поэтому вы сами, конечно, кузнец своего счастья, вы заслужили, сами выбрали, все сделали правильно. И немножко взгляд вперед, да, на завтра. Это вчера, это сегодня, это чуть завтра. А что завтра? Ну, вполне логично. Мы от начала идем к продолжению. Какая-то вас завтра накроет большая мудрость, больше или вселенская. Посмотрите, какая замечательная иллюстрация. Вообще здесь картинки изумительные в этой колоде. Здесь Папа Римский, да, становится участником безумного чаепития. Вот он с этим кроликом, они пьют чай. 5 o'clock, да, у них вот это бесконечное безумное чаепитие. Вот. И прекрасно, содержательная, такая философская, очень уместная картинка. Странненько, но очень-очень, знаете, приятно и очень мудро. То есть вы трансформируетесь впереди. Ничего, кстати, разрушительного. То есть гладкие, ровненькие, такие естественные перемены в личности вас ждут в еще более зрелую личность. То есть вы сейчас подвижны, много делаете и будете делать, но уже скоро в какой-то точке, уже другой точке развития вашей личности, вы станете мудрее, спокойнее, вы остановите вот этот свой бесконечный поиск и бесконечный вот этот вот бег. Потому что, понимаете, Иерофант это ведь тоже волшебник. Я говорила, маг-волшебник, вы фея, которая ко всем прилетает на розовых крылышках, да? И впереди вы вот эту свою магическую деятельность, иногда в буквальном смысле магическую, да, может быть, вы ее продолжите. Просто она будет по-другому выглядеть. Так, например, если вы на уровне мага активны, эгоистичны, знаете, сами решаете, как распорядиться чужой судьбой, например, в отношении собственного ребенка, пусть выросшего. Маг сам решает, в какой вуз пристроить ребенка. А на следующей стадии иерофант, например, следующего ребенка, да, если у вас погодки, уже вы мудро позволяете ребенку самому выбирать, но также мудро его поддерживаете и молитвами своими, это все-таки Папа Римский, да, и колдовством каким-то своим бытовым тоже расчищаете, украшаете как-то его путь. Ну, браво, тут я абсолютно ни к чему придраться. То есть все вывернуто на максимум. Цельная личность, прекрасная, но на таких нотах оптимистичных мы не можем закончить, потому что у нас еще вторая, менее значимая, но все-таки задача оценить вашу самооценку. Вернее, посмотреть, увидеть вашу самооценку. Мы про вас тут все узнали, что вы маг. И единственное, что напрашивается, какая цитата, откуда? Из Библии, по-моему, тоже, да? С такими крупными картами, помните, кому много дано, с того много спросится. Ох, это болезненные, больные слова для многих. Вам очень много сейчас дано. И спросится много. То есть вот в такой период вам надо очень по совести жить. Очень по совести. И выкладываться на 200%. Это не отдохнуть с такими картами. Так, как вы себя оцениваете? Так, я вернулась. Похоже, что вы оцениваете себя как надо. То есть, как оно есть, так вы оцениваете себя. Посмотрим, тут что еще, какие карты. Ну да, абсолютно вы так себя оцениваете. Может быть, чуть-чуть пониже самооценочка, чем есть на самом деле, да, потому что здесь 3 старших аркана, здесь 3 младших. То есть, чуть-чуть, знаете, не на порядок, на 10%, может быть, вы как бы себя скромнее. Но скромность, она города берет, да, скромность украшает девушку. Вот. Немножко вы себя так сдерживаете в самооценке, но в целом вы очень понимаете, что вы чудо,
что вы можете творить чудеса, и вы очень хорошо понимаете, как вам сейчас в жизни повезло. С чем угодно повезло, с внешностью, с зарплатой, с новым домом, с премией, с новым мужем, браком, с собой, с внешностью хорошей. Кстати, это неотъемлемая часть самооценки здоровой – это ценить и любить свою внешность, чего многим женщинам не хватает. Поэтому и кабинеты пластических хирургов, да, переполнены. Вот эти женщины, которые себя перекраивают все от недовольства своей внешностью. Ну, хотя некоторые и от довольства тоже. Вот. Но у вас туз пентаклей. Да, туз пентаклей, центральная карта. То есть вы вот эту ценность, это очень ресурсная карта. Вы знаете, что вы дорогого стоите, как сами для себя, как такой увесистый, тяжеленький слиток золота. Вот. Не торопитесь вы разбазарить это богатство, хотя богатства очень много, души, внешности, материального богатства в себе находите. И такая счастливая самооценка. А самое главное, смотрите, две карты масти пентаклей. А эта масть очень стабильная. И вот это большой плюс. Это значит, что у вас стабильная самооценка. Она у вас абсолютно не зависит от мнения других людей. То есть сколько бы вам злопыхатели какие-то не рассказывали, что, например, ты некрасивая, ты тупая, там, ты неудачница или что-то, ну вдруг найдутся, да, такие. От вас это как от стенки горох все отскочит. То есть у вас, ну, абсолютно, это, понимаете, пентакли, это деньги, это земля, камень, то есть стабильный, как фундамент, вот самооценка такая вот, что просто вот не сдвинешь. Это очень хорошо. То есть вы с такой железной самооценкой, ну, каменная, да, стихия камень, тут железа-то у нас нет второго, а вот, вы можете идти хоть куда, в любую неблагоприятную среду, в любой змеиный коллектив, в любые там, на любые переезды решаться, в любые перипетии, на рискованные какие-то мероприятия решаться, потому что, ну, ничто не поколебет, покобелит вашу самооценку. А вот видите, тоже назад чуть-чуть смотрим, что или кто источник вашей самооценки. А тут фигурная карта. Видите, немножко секретики ваши раскрывают карты. Король жезлов вам выпадает. Это портрет мужчины, который вам эту самооценку, ну не то что полностью дает, наверное, дали-то вам гороскопы родителей когда-то в раннем детстве, а король жезлов вам, ну, помогает, что ли, развиваться, хорошо себя чувствовать. Это муж, который, опять же, дает деньги, много хвалит. Это может быть, кстати, король жезлов. Почему? Это может быть и выросший сын, который точно так же дает деньги и много хвалит. Почему бы и нет? Это может быть даже начальник, да? Может быть, просто иногда так везет с начальником, что никаких мужей не надо, никаких женихов не надо. Вот. Это может быть начальник, который, ну, так продвигает вашу карьеру, так вас ценит, что вы просто себя уже считаете слитком золота. Благодаря вот вы видите себя такой в глазах какого-то вот этого человека. Ну, что сказать, это очень благополучные карты, советовать вам особо нечего, лечиться вам не надо, с вами все в каком-то идеальном порядке. Вот, какую можно? А, кстати, посмотрите, вот король жезлов есть, а тут же еще король пентаклей есть. Я стесняюсь вам сказать, тут и второй мужчина добавляется, который еще и завтра готов подпевать вашей самооценке, как-то ее поддерживать. Допустим, есть у вас один богатый, хороший муж, ну, и второй будет, да, где? Они же как на очередь идут, мужчины, да? А вот, то есть это не исключено, что это портрет еще какого-то одного человека, который тоже на пользу вашей личности, на пользу вашей самооценки, но, видите, у вас есть мужские энергии, очень благоприятные, очень поддерживающие, такие, знаете, богатые, не побоюсь как бы этого слова. Поэтому мы за вас абсолютно спокойны. Единственный совет, ну если уж прям так надо, то ближайшие события вашей жизни потребуют
больше мудрости, больше молчания, может быть, больше вашей какой-то сдержанности, скромности, вдумчивости. Ну вот, пожалуй, и все. Ну, я думаю, что вы сами сориентируетесь. Кстати, родилась тема для следующего гадания или для следующего видео. Смотрите, у меня есть вот такой сапог. Мне почему-то он представляется волшебным. Он, кстати, очень тяжелый, такой увесистый антикварный сапог. Не знаю его истинного правильного предназначения, но у многих старых вещей это непонятно всегда. И он мне почему-то представляется таким волшебным, магическим. Это что-то сродни волшебной лампы Аладдина. Да? Вот ее трешь, и что-то кто-то должен вылететь и исполнять желание. Я планирую сюда, в этот сапожок, собирать записки с желаниями. Как знаете, отдают же записки там к стене плача, когда кто-то едет, или еще куда-то. Вот я прямо от него энергетику, вот какую-то магию, магичность чувствую, да. Сапог желаний сделаем. Так, и для четвертого варианта это будет Таро Мухи. Таро Мухи вот такие, ой, кто не видел, ну не знаю, такие красивые карты, они очень женские. Здесь на всех картинках, видите, девятка жезлов. Ну, отродясь, всю жизнь рисуют на ней юношу, да, с перебинтованной головой, юноша, который там пошел на подвиги совершать и пострадал. А здесь, видите, девушка. В общем, здесь, где могли, нарисовали женщин. Поэтому карты и считаются такими женскими, эмоциональными. Они всегда найдут, о чем бы ни было гаданий, они всегда найдут, каким боком пришить любовь. Представляете, да? То есть вот они какие-то такие. Ну, вы сами выбрали, вас никто не неволил, посмотрим. Итак, напоминаю, отвечаем на основной вопрос. Какой аркан вашей личности? Арканы так называются карты. Каждая карта это какой-то аркан. Ну, карта это, мы говорим карта, когда вот картоночку, да, цветную достаем. А аркан это уже то, что напечатано. Циферки, буковки, то, что напечатано на этой картоночке. Ага, ответственный момент. Итак, для четвертого варианта. Так, какой аркан вашей личности? Без башни мы сегодня, конечно, нигде не обходимся. Понятно. Ваша личность. Десятка жезлов. Карта гордецов она называется по-правильному. Карта гордецов. Значение ее преодоления. То есть основная ваша жизненная сейчас, характеристика личностная, преодоление. Карта вообще-то похвальная, она во многом лестная. Карта хорошая, то есть мы могли бы похуже вытянуть. Единственное, что нужно помнить, что десятки, да, это последние понумерованные карты масти. То есть после любой десятки все, наступает какой-то конец, какой-то кризис. И вы сейчас находитесь в определенном смысле в расцвете, в моменте, в наивысшем каком-то развитии вашей личности на данном этапе. Жезлы карта карьерная. Поэтому чаще всего, тем более здесь видите, десятка, девятка рядом, чаще всего вот вы свою личность сейчас, как вы себя оцениваете, как вы видите свой портрет, вы обращаетесь к работе, к своей работе, к профессии, к своему бизнесу. Вы, например, даже стремитесь выглядеть соответственно вашей работе, соответственно вашему положению. Например, если это офисная работа, особенно какая-то руководящая, то вы очень стараетесь носить костюмы, носить какой-то вообще образ, имидж, прическу, очень подобающий этой должности, этому статусу. Вообще десятка жезлов, как характеристика личности, это карта человека, который старается, как бы ни было ему тяжело. То есть в классическом понимании десятка жезлов – это человек, который взвалил себе на спину ношу, вязаночку дров, как правило, дрова – это те самые жезлы, и человек этот гнется, но не ломается. Тяжело. То есть тяжелая какая-то ноша есть у вас сейчас.
но, знаете, не разрушительное, здоровое. Я думаю, что вы справитесь. И главное, чтобы вот эта гордость, у вас ведущая черта личности, гордость получается, да? Главное, чтобы она не перерастала в гордыню, чтобы, совершая вот эти свои жизненные подвиги, вы не унижали других людей, не считали себя выше других, не игнорировали, скажем, какие-то чужие добродетели. И мы хотим оценить, да, насколько взрослая, насколько зрелая ваша личность, а вот этого я не скажу. То есть, чтобы однозначно сказать, что вы вот прям полностью состоявшийся на данном этапе какой-то человек, мне нужны здесь очень позитивные, гармоничные старшие арканы. Этого нету. Скорее, видите, десятка жезлов – это такой момент роста, и это момент очень больших стараний, правильных стараний, похвальных. Да? Вы стараетесь быть той самой гармоничной, правильной личностью. Вы стараетесь за карьеру, вы стараетесь за имидж, за образ даже свой. Тоже мы сегодня уже говорили о том, что тело и душа, это все составляет личность вместе, да? То есть тело неразрывно связано. А часто десятка жезлов описывает старания девушки в спортзале. Например, это потение в спортзале, даже какое-то самоистязание ради будущего образа, ради будущего какого-то идеального тела, то есть похудеть к лету. Например, стараетесь выглядеть, стараетесь другим людям, не то чтобы вы стараетесь понравиться, но вы стараетесь производить впечатление. Для вас важно признание, признание ваших заслуг, каких-то подвигов. Вот эти... Ну, иногда, знаете, в определенном окружении десятка жезлов считается довольно кризисной картой. Иногда говорят, что человек вот в такой ипостаси, в такой фазе жизни себя разрушает или как бы изнашивает. Действительно, эта карта может свидетельствовать об определенной, сильно закрытой, непонятной, незаметной глазу, нелюбви к себе. Да? Иногда карта говорит, что вы себя не бережете. Может быть, ради впечатления, ради будущего, там, карьеры, каких-то будущих плюшек, бонусов и все. И вот эти ваши нынешние старания не от хорошей жизни. Видите, башня в прошлом у вас, башня. То есть в недавнем прошлом, чуть-чуть вчера, у вас что-то в жизни разрушилось. У вас произошла в жизни вот прям большая потеря. Большая, неважно, объективно, она может быть там и незначительная, но для вас большая, для вашей личности. Иногда, знаете, и потеря волос бывает для кого-то очень большой потерей и полностью трансформирует личность. А у кого-то и дом разрушится, например, и хоть бы что там никак не влияет. То есть это все очень субъективно. То есть вот набор каких-то внешних обстоятельств, буквально разрушающих, странных, противоестественных, внезапных, конец чему-то, всему-то. Причем это здесь могут быть даже планетарные какие-то глобальные, не ваши личные обстоятельства, геополитические, например, расстановки, которые в последнее время так актуальны, да? Вот. И ваши прежние представления о себе разрушились, ваши прежние принципы и представления о мире, о людях разрушились неизбежно. Это, может быть, была потеря работы. Вот знаете, какой-то простой сценарий здесь можно увидеть. Например, башня, потеря работы, десятка жезлов – это вы нашли новую работу, на которой вам очень трудно и нужно очень стараться, чтобы себя зарекомендовать. Или, например, открыли новый бизнес, который тоже приносит прибыль, только если вы 20 часов в сутки там проводите, работаете. Вот. То есть потеря, кризис и
большие старания, чтобы восстановиться как личность, заживить, залезать раны свои. Кстати, вот эта башня может описывать и расставание с любимым человеком. Естественно, мы понимаем, да, что вот кто переживал настоящую любовь, настоящие такие чувства, вы знаете, да, что ничто так нашу личность не меняет, ну, в разные стороны не шатает, не расшатывает нашу личность, как настоящие чувства, как настоящая любовь, когда мы влюблены, когда любят нас. И видите ли, башня — это, например, развод может быть какой-то болезненный. Башня — это может быть просто расставание с любимым человеком, к которому вы всей кожей приросли, всей плотью проросли и так далее. Вот. Внезапное расставание, потери. А дальше вот ваша личность мы ловим в моменте после этого расставания. И что здесь? Вы стараетесь, вам прям приходится стараться теперь спасаться от депрессии. Ну, вы молодец, вы не уходите там в дурные привычки, например, или в тотальную меланхолию. Вы, например, вот девушка, муж ушел из дома, и девушка кинулась в карьеру, например, хотя бы тому же бывшему показать, чего вы стоите. Вот вы такой человек гордый, старающийся, напряженный, не жалеющий себя. Кстати, жезлы, особенно крупные жезлы, это же огненная масть, они очень равнодушны к другим людям. То есть, конечно, сейчас, если кто-то рядом с вами захочет сочувствия, какой-то эмпатии, каких-то помощи, сострадания, подруги, коллеги, не знаю, никто ничего от вас не получит. Вы заняты своим путем, с собой, самолюбованием, может быть, но нет ресурсов, чтобы... Вообще нигде я вам не скажу, что там вы должны кому-то что-то отдавать, о ком-то позаботиться, даже с кем-то сильно много говорить, потому что это очень эгоистичная карта. Видите, здесь один человек на десятке, правда? А на девятке тем более один человек. Девятка-десятка очень гармоничная карта. То есть, с одной стороны, на убыль вроде ваше напряжение идет, то есть ваше личностное напряжение. Опять же, не путайте с физическим, хотя это иногда связано. Я уже сказала про спортзал, да? Потому что работа, та же работа, если она тяжелая физически, нет, наоборот, если она тяжелая эмоционально, то вы и физически ведь устаете, правда? Вот. Видите, 10, а потом 9. То есть ближайшее будущее, например, чуть-чуть завтра, вам как будто становится полегче. То есть десятка – это невыносимые старания, максимальное напряжение, личностные, да, мы про личность говорим, то есть это прям 220 вольт. Вот. А девятка, ну, вроде как немножко отпускает. Это тоже подвиги, это тоже старание, это тоже эгоизм, собственный путь, это определенная закрытость, это тоже какая-то боль, жизнь, боль, да, это тоже такое время, когда не расслабиться, вот не расслабиться. Почему-то я, знаете, сказала про развод, а про свадьбу не сказала. Ведь башня — это перемены, и вполне возможно, что вы не расстались недавно с партнером, а наоборот сошлись. И тогда вот это новое партнерство, вот оно какое-то такое другое. Вот этот вот ваш новый избранник, он какой-то человек из другого мира и, возможно, очень требовательный. Тогда, видите, вам приходится максимально стараться перековывать, переделывать, по-другому лепить свою личность, именно чтобы оставаться в этой паре, чтобы производить впечатление, чтобы, может быть, соответствовать там статусу генеральской жены, например, или скорее депутатской какой-то жены. Ну вот знаете, что личностное напряжение впереди, оно немножко спадает, но немножко. Не будет такого, что раз, завтра крантик открыли, и все. И вам легко, мило, весело, тепло, можно расслабиться, развязать резинку на трусах, да, развязать, расстегнуть пуговицу на брюках наконец-то. Нет, такого не будет. По чуть-чуть, послабее. Гармонию личности, если мы оценим, то гармонии тут, конечно, нет.
Нет. У вас полностью сломалась ваша личность совсем недавно, под влиянием обстоятельств, партнера, под влиянием, хотел сказать, вашего выбора, но нет, башни вам не дают выбирать. Снаружи что-то гнет вас. Вот. Ну, вы стараетесь ради новой, чтобы новая личность была хоть не хуже старой, да? Ну, какая тут может быть гармония? Что мы вам посоветуем, не знаю. Пожелаем только здоровья, сил. Отдыхайте побольше, что ли, иногда, насколько получается. Берегите себя, и все получится. Вообще, вы здоровы. С вами все нормально, вы здоровы. Просто мы вас подловили, вашу личность в таком переломном, тяжелом, напряженном моменте. И второй совет: не пытайтесь сейчас кого-то спасать, ни с кем делиться. Вам делиться нечем. Вообще нечем. То есть все в себя. Все усилия на себя, все ресурсы на себя, деньги на себя, время на себя и так далее. И ваша самооценочка. Посмотрим, насколько вы адекватны. Вот про самооценку же так всегда говорят. Адекватно или неадекватно. Да? Когда хотят какую-нибудь, девчонки хотят какую-нибудь подружку обсудить, да, так скажем. Говорят: ой, у нее неадекватная самооценка. Вот мы сейчас оцениваем как раз, адекватна у вас самооценка или неадекватна. В принципе, да, карты с похожим смыслом. Видите, центрально мы сказали, что личность ваша напряженная или напряжение, так мы ее назовем, да? Карта гордецов. И, в принципе, самооценка, вы себя оцениваете, видите, повешенной. Может быть, вы, единственное, что могу сказать, тут смысл карты такой же, да? Человек не свободен, человек в какой-то некомфорт. Вот в вашей душе, мы сейчас оцениваем вашу душу, да? Тело отчасти, душу, личность. Вот в вашей душе, вашей личности сейчас некомфортно. Понимаете, вот что здесь на десятке вы тащите неподъемный груз, что здесь висите вверх ногами. То есть вы, в принципе, очень хорошо понимаете кризис, трансформации, что вы меняетесь, что очень мало от вас зависит, что надо ждать. Это долгие карты, и это долгая карта, да? Вот. То есть у вас адекватная самооценка. Может быть, вы немножко, видите, карта повешенной, она такая про жертву. Он же распятый человек, да? Может быть, вы немножко увеличиваете свои страдания или пытаетесь их окрасить каким-то излишним героизмом, романтизируете эти жертвы. Да? Например, вот опять же, вернемся к личной жизни. Кстати, про личную жизнь карты говорят, потому что, видите, тут персонаж-то у нас король кубков здесь есть. Сейчас я вам про него расскажу. Тут не случайно. Вообще при других картах вот эта персона. Что получается? Вот я вам рассказала такой сценарий. Вы вступили в какое-то партнерство. У вас начинаются отношения любовные, или, допустим, брак, довольно разрушительные для вашей прошлой личности, даже для вашей прошлой жизни. Вы очень страдаете, стараетесь, побеждаете соперниц, встаете в 6 утра, чтобы накраситься, пока муж не проснулся, делаете карьеру, чтобы он рядом с вами не заскучал, улыбаетесь его друзьям, чтобы он вас не ругал, что вы там какая-то неприветливая. Что вообще еще омерзительного делают женщины, когда вот не для себя, для мужа все делают, живут, да? Вот вы так вот стараетесь, например. Это все понятно. Стараний впереди много еще, кстати, не отпустит. А вот просто повешенность здесь говорит, что вы из себя при этом успеваете делать жертву. То есть вы романтизируете эти жертвы. И вот эти вот, то, что вы там, опять-таки, не досыпаете, не доедаете, не договариваете, не дочувствуете, естественно, ради другого человека, это просто старание, это ваша гордыня движет вами. А вы, видите, из себя строите жертву. Даже придумали какой-то нимб. Кстати, женщины это делают очень часто. Особенно женщины в дурных отношениях, в абьюзивных. Они обязательно из себя такую, страдалицу, да? Немножко великомученицу какую-то делают. Так и здесь, вы видите, вот какой-то вот венец мученический на себя надевается. На самом деле это преувеличено, конечно.
это преувеличение. То есть самооценка такая в пользу, ну как завышенности, ну да, завышенности, скажем так, она завышенная здесь. Потому что, видите, здесь младший аркан, здесь старший, то есть так завышенная, да, самооценочка. Вот. То, что недавно с вами произошло, то, что поменяло вашу жизнь, вы не понимаете, конечно, что это влияние внешних обстоятельств, что это карма налетела, вы не понимаете. Вы к этому легко просто относитесь, и вам кажется, что вы это выбрали для себя сами. Тот же развод или, наоборот, замужество, смену работы, смену места жительства. Так легко или легкомысленно к этому относитесь, ну, вам кажется, что вы сами это выбрали. Может быть, даже для вас будет откровением и какой-то прощающей, хорошей новостью вот это сообщение, то, что это не вы выбрали, это за вас судьба. Судьба поменяла место жительства, работу, окружение, сломала одиночество, комфортный быт там и так далее. Да? Вот. Но в пределах все-таки адекватности, конечно, самооценка. Но самое интересное, что в будущем, в оценке себя, вы очень полагаетесь на чувство или на оценку другого человека. И этот человек не случайный, это король кубков. Знаете, как будто вы пытаетесь, вот все, что я здесь выше описала, про вашу личность и самооценку, как будто бы вы пытаетесь заработать любовь или проявление любви от другого человека, от какого-то вот этого водного короля. То есть вы в своей самооценке делаете ставку, по сути, не на себя, а вы зависите от того, как в будущем, завтра, через неделю, через месяц вас оценит другой человек, совершенно какой-то конкретный герой. Может быть, все ваши даже вот эти старания ради тела и карьеры, ради того, чтобы вас влюбился кто-то, например, ну, какой-то мужчина, там, не знаю, молодой человек на работе или там, неважно где. Вот. То есть вы в своей самооценке слишком полагаетесь на короля кубков. Мало того, что в самооценке всегда опасно полагаться на других людей, понимаете, да? Это на зависимость похоже. Так еще я вам больше скажу. Вы полагаетесь на короля кубков, водный персонаж, у которого на неделе 7 пятниц, который сам не знает, что говорит, который не исполняет обещаний. Это нестабильная стихия, вода, такой плывучий, текучий, как цветок в проруби. Вот этот вот человек, от него вообще никакого мнения не надо ждать. Что он может оценить, тем более. Поэтому вот здесь такое предупреждение от вас. Видите, да? С одной стороны, на вашу самооценку влияет наверняка и теперь и будет влиять вот какой-то мужчина, но, наверное, ваша задача этого все-таки не допустить. Потому что вот именно из-за того, что здесь у вас появляется вода в картах, будущее вашей самооценки нас начинает беспокоить, мы начинаем за вас бояться. То есть, а что, если он не оценит? А что, если он, например, скажет, что ваше похудение, ваши старания в спортзале, ваша карьера и все вообще ничего не стоит? Если это какой-то окажется обесценивающий человек и не очень умный, и вы что тогда, про себя плохо будете думать? Вы что тогда, обесцените вслед за ним вот эти свои старания? То, сколько вы потели, сколько вы боролись в этой жизни? Не надо. Я считаю, эта карта вам даже предупреждение выпадает. Как про вашу самооценку, не надо делать ставку на мнение другого человека. Он в самом понятии. Еще хотя бы какой-то другой бы король, ладно бы, да? Или император, например. А король кубков, он сам-то про себя-то ничего не понимает. Что уж говорить про каких-то других людей. Хотя чувства может проявлять. То есть, если вы добиваетесь внимания и проявления чувств какого-то человека, то вот вы их как раз получите. Он говорит о любви. Он очень много обещает. Просто исполнит или нет, неизвестно. Ну, в целом, да, нужно резюмировать эту оценку. С вами все понятно, я надеюсь, и вам тоже. Карты достаточно здоровые, каких-то особых у нас претензий и вопросов к вам нет. Ну, вот 2 совета. Чуть-чуть сейчас поберегите себя,
Помните, что вы личность сами по себе, независимо от обстоятельств, и вы ценная для себя личность всегда. Поэтому можно так не стараться себе, не доказывать собственную ценность особо. Ну вот на будущее просто поменьше зависеть от мнения других людей.